Когда африканский пастух увидел, что земля рядом с ним начала колебаться, его сердце чуть не остановилось от ужаса. Он не мог поверить своим глазам. Почва двигалась как живая, как будто какое-то огромное существо пыталось вырваться на свободу из-под земли. То, что разворачивалось перед ним, казалось настолько нереальным, что он несколько раз протер глаза, надеясь, что это просто обман зрения. Однако то, что он обнаружил в этой движущейся массе грязи и последовавшие за этим события, потрясли всех. Кофи Абейо, местный пастух из маленькой деревушки на окраине заповедника Инкола на севере Кении, начал свой день как обычно. Каждое утро он шел по одной и той же тропинке на пастбище, где паслось его небольшое стадо крупного рогатого скота. Пока он шел, он был погружен в свои мысли, обдумывая предстоящую работу и планируя свои следующие задачи. Внезапно его внимание привлекло что-то необычное. Кофи остановился, прислушиваясь к своим инстинктам, которые никогда раньше его не подводили. И тут он увидел это. Земля начала колебаться. Это не было похоже на землетрясение. Нет, это было что-то другое, что-то неестественное, как будто гигантское существо пыталось выбраться из-под земли. Его первым побуждением было бежать, но годы жизни в дикой местности научили Кофи одному важному уроку. Паника — худший советчик. Заставляя себя оставаться на месте, он внимательно наблюдал за странным явлением перед собой. Постепенно его глаза начали различать детали среди хаотичного движения грязи и грунта. Сначала появилось что-то темное, извивающееся, похожее на змею, но гораздо крупнее. Через несколько секунд Кофи понял, что это было. Хобот слона, отчаянно тянущийся вверх в поисках чего-то твердого в зыбучей трясине. Сердце его сжалось от ужаса. Перед ним разворачивалась настоящая трагедия. Огромный африканский слон угодил в смертельную ловушку. Огромное существо весом в несколько тонн медленно погружалось в трясину. С каждым движением его положение только ухудшалось. Кофи знал, что слоны — животные с высоким интеллектом, способные решать сложные задачи. Но в данном случае никакой интеллект не помог бы. Трясина крепко держала его, словно чудовищная рука затягивала все глубже и глубже. Времени на колебания не было. Кофи понимал, что не справится в одиночку, но он также понимал, что если отправиться за помощью, то может больше не найти это место. После недавних дождей ландшафт резко изменился, и неустойчивая почва могла сдвинуться в любой момент. Ему пришлось действовать быстро, и, сделав глубокий вдох, он начал кричать, надеясь привлечь внимание других пастухов, находившихся поблизости. К счастью, его крики были услышаны. Первыми прибыли два молодых пастуха из соседней деревни, затем к ним присоединились еще несколько человек. Увидев ужасную ситуацию, они быстро поняли, что потребуется гораздо больше ресурсов и людей. Один из молодых людей побежал обратно в деревню за подкреплением, в то время как остальные начали искать длинные шесты и прочные бревна, которые могли бы поддержать сопротивляющегося слона. Время было не на их стороне. Слон продолжал тонуть. Его движения становились все медленнее, что свидетельствовало об истощении. В течение часа на месте происшествия собралось около 20 человек. Кто-то пригнал старый грузовик, оснащенный лебедкой, а также толстыми канатами и стальными тросами. Вот-вот должна была начаться сложная спасательная операция. Первым шагом было оказать слону временную поддержку, чтобы он не утонул еще больше.
Под его тело были аккуратно подложены несколько крепких бревен, но настоящей проблемой было заставить испуганное животное довериться им. Слоны известны своей исключительной памятью и интеллектом, но они также невероятно сильны и могут быть чрезвычайно опасны, когда напуганы. Кофи, который всю свою жизнь провел среди диких животных, выступил вперед в качестве ведущего переговорщика. Он медленно приблизился к слону, разговаривая с ним спокойным, успокаивающим тоном. Он старался все время оставаться в поле зрения животного, позволяя гиганту видеть его движение. Постепенно паника в глазах животного начала утихать. Возможно, какой-то инстинкт подсказал ему, что эти крошечные существа были его единственным шансом на выживание. Слон, наконец, перестал вырываться, когда команда начала обматывать его тросами. Они работали как можно осторожнее, стараясь не причинить животному дополнительной боли. Процесс извлечения был мучительно медленным. Грузовики буксовали на скользкой земле, и спасатели выбивались из сил, но никто не сдавался. Дюйм за дюймом массивное тело начало подниматься из предательской грязи. Каждый рывок сопровождался одобрительными возгласами и тщательными инструкциями координатора, который следил за тем, чтобы животное не пострадало в процессе. После нескольких часов неустанных усилий слон, наконец, был освобожден. Все замерли, наблюдая за ним, измученным и покрытым грязью с головы до ног, но чудом живым. Несколько минут он просто лежал, тяжело дыша, пока спасатели осторожно освобождали его от тросов и веревок. Кто-то предусмотрительно принес воду, ведра за ведрами. Пересохшему гиганту было предложено в общей сложности 25 литров чистой воды, и он жадно выпил все до последней капли. Постепенно силы возвращались к слону. Вскоре ему удалось встать. Момент был поистине величественный. Даже несмотря на грязь, налипшую на его массивное тело, в его позе чувствовалось неоспоримое достоинство. Слон медленно повернулся, вглядываясь в лица своих спасителей, словно запоминая каждое из них. Затем, ко всеобщему изумлению, он поднял хобот и издал тихий трубный звук, означающий прощание, благодарность или, возможно, и то, и другое. Медленно, но неуклонно слон удалялся от места своей неминуемой гибели, направляясь к более безопасной территории. Люди стояли в тишине, наблюдая, как он исчезает вдали, охваченные странной смесью усталости и эйфории. Они сделали это. Они спасли одно из самых крупных существ на планете от неминуемой гибели. С того дня прошло много лет, но жители деревни до сих пор вспоминают об этом событии с гордостью. Некоторые утверждают, что иногда видят в этой части заповедника огромного слона, который поднимает хобот в знак приветствия, когда замечает людей. Возможно, это тот самый спасенный великан, а может, просто красивая легенда. Но одно можно сказать наверняка. В тот день человеческая доброта и решимость спасли еще одну жизнь в великой африканской саванне. Сегодня местные старейшины используют эту историю как урок для молодого поколения. Это урок о том, как сохранять спокойствие в критических ситуациях, о силе коллективных усилий и о неоспоримой ценности каждого живого существа, независимо от его размера или вида. В мире, где конфликты между людьми и дикой природой — обычное дело, эта история является ярким примером того, как мы можем и должны сосуществовать с окружающим нас миром природы.